В детстве бабушка по материнской линии часто пела песни на корейском языке. Я не помню название этих песен, но их настроение и мелодия до сих пор остаются в моей памяти. 저는 송 빅토리입니다. 러시아에서 왔고 지금은 가족과 함께 아산에서 살고 있습니다. 남편, 아들, 딸과 함께 지내고 있고 한국에 온 것은 약 2년 정도 되었습니다. 한국어를 배우고 문화를 익히며 조금씩 적응하고 있습니다. 우리 딸은 8살이고 자폐입니다. 그래서 외국인으로서 학교에 입학, 자넷 등록, 재활 전문가자 같은 여러 어려움을 겪었습니다. 저는 지금 아산에서 발탄찬의 가정을 돕는 활동가로 일하고 있습니다. 교회 교인으로서 활동에 참여하고 다문화센터 활동도 하면서 동시에 아내와 어머의 역할을 하고 있습니다. Родилась я в городе Ленинабад, в Таджикистане, и в 11 лет из-за войны переехала я в Россию на Урал, в город Краснокамск. Сначала родителям было тяжело, потому что в нашей стране нужно было заново вставать на ноги, и потихоньку, благодаря трудолюбию, мои родители стали на ноги. Я считаю, что в России у меня была хорошая жизнь, у меня были всегда хорошие учителя, друзья, соседи. То, что я кореен в России, я чувствовала сразу, еще ребенком, потому что выделялась внешностью. Русские дети поначалу обзывали, но со временем, благодаря отличной учебе, мы подружились. Кореяне в России и странах СНГ сплачиваются как корейская диаспора. У меня много родственников в России, Россия большая страна. Все дружим и, как кореяне, храним традиции, стараемся сохранить те знания, которые передали нам бабушки и дедушки. Культура еды, традиции, обряды, уважение к старшим и так далее похожи с культурой современной Кореи. С детства бабушка, мама моей мамы, часто пела песни на корейском. Я не помню названия, но помню настроение этих песен, их мелодию. Я видела, как бабушки готовили чай, чартаги, которые отбивали на праздниках для стола, чимчи. В этом приготовлении часто участвовала вся семья. Бабушка по маме могла готовить на праздники кадюри с рисовым сиропом. Я приняла свою особенную дочь такой, какая она есть, потому что я мать и люблю своего ребенка. Но были и времена, когда мне приходилось сталкиваться со многими трудностями из-за незнания языка, законов, административных процедур, а также и системы. И я считаю, что именно эти периоды моей жизни помогли мне вырасти и стать сильнее. Муж приехал в Корею раньше, стал работать и не захотел со временем вернуться в Россию. Поэтому я с детьми приехала к мужу, чтобы наша семья объединилась и дети жили с отцом. Также зная, что Корея одна из самых безопасных стран мира, зная культуру и традиции этой страны, мне захотелось воспитывать дальше своих детей здесь. Я приняла своего особенного ребенка, свою дочь, такой, какая она есть, сразу. Потому что я мать и люблю своего ребенка. Мне важно научить ее самостоятельности, чтобы она могла обслуживать сама себя. Но пока это сложно. Также важно, чтобы она была всегда в безопасности, так как принять решение она не может. Она не ориентируется в пространстве, не понимает, не говорит. Поэтому я уповаю на Бога, что могу с ним все и воспитать ее. В Корее я столкнулась с многими трудностями из-за незнания языка, законов, процедур, а также условий. С соседями сначала с первыми соседями мы решили проблему с помощью переезда, поменяли место жительства. Сейчас снизу соседка периодически приходит к нам, так как ребенок может стучать, прыгать и громко себя вести. Я думаю, что взаимоотношения с соседями – это общая проблема всех семей с особенными детьми. Такие дети не понимают, что им говорят, как нужно вести себя, поэтому родителям сложно контролировать свое все. И соседей я уважаю, понимаю, что им тоже не просто жить рядом с такими семьями.
По поводу школы я со временем узнала, как попасть в спецкласс быстро, так как моему ребенку нужно сопровождение. До того, как я не знала, в школе мне сказали, что ребенок 1 год будет сидеть в обычном классе, а потом уже ребенок будет определен в спецкласс. Благодаря поддержке мой ребенок попал в спецкласс за месяц, и теперь я делюсь своим опытом с другими родителями, кореянами особенных детей. Инвалидность мы еще не получили, и на этом пути было много сложностей, которые продолжаются до сих пор. Когда ребенок проходил обследование и подтверждение диагноза, у него была виза, из-за которой мы не могли зарегистрировать инвалидность. Позже мы узнали, что для этого нужна определенная виза, и если бы я знала об этом раньше, сразу оформила бы ребенку нужную визу. Сейчас мы поменяли ребенку визу, чтобы в дальнейшем пройти регистрацию инвалидности, но, к сожалению, как иностранцы, мы не сможем получить всю возможную поддержку даже после регистрации. Несмотря на это, многие нам помогают и продолжают помогать, поэтому потихоньку я решаю возникающие проблемы и продвигаюсь вперед. В жизни особенного ребенка многое изменилось. Я рада, что моя дочь ходит в школу и социализируется. Она видит других детей, другие дети видят ее. В школе мою дочь знают многие дети и учителя. На улице дети подходят, зовут дочь по имени и общаются с ней. Благодарна учителям, которые заботятся о моей дочери. Кормят ее, помогают, меняют подгузники. Мой ребенок требует много внимания и является особенным случаем, поэтому с этого месяца школа и управление образования помогли найти хорошего психиатра и подключить сенсорные занятия. Спецклассов стало больше особенных детей, поэтому важно, чтобы готовили специалистов, хороших учителей, тьюторов, которые смогут не только ухаживать, но и обучать таких детей. Наверное, сейчас мои часы показывают весну. Новая жизнь, новые планы и мечты. Как весной все снова прорастает, оживает, так и я в теплой атмосфере. Ношу в себе новую надежду и с ожиданием смотрю в будущее. На улице незнакомые люди здороваются, бабушки и дедушки подходят и могут угостить ребенка конфетой. Водители такси разговаривают и проявляют интерес. Как мама я стала больше знать, адаптировалась к жизни в Корее. У меня много учителей, друзей, знакомых, которые могут направить и подсказать. Я стала сильнее, и дети меня вдохновляют, чтобы расти как мама, учиться быть лучше, чтобы хорошо воспитать своих детей. Бывают моменты, когда я скучаю. Мне помогают родственники, друзья, которые живут в России. Они мне звонят, общаются со мной, присылают фото или видео. И в Корее у меня появилось много людей, которые не дают мне скучать. Я это ощущаю в своей общественной деятельности. У меня появились знания и опыт, чтобы помогать людям. Сейчас я состою в сообществе семей кореянов в городе Синчанге, где я работаю с особенными людьми и активно веду 15 семей. Для меня все время, проведенное с моими детьми, ценно, особенно в моей жизни, когда я активно веду деятельность. Часто участвую во всем, и это особенно ценно, когда мы всей семьей выезжаем куда-то в парк, посмотреть что-то вместе, вместе поесть, вместе провести время, вместе посмеяться, вместе делиться своими впечатлениями. В Томоно-центре есть программа «Таракбан». Я уже 2 года участвую в этой программе. Это группа саморазвития, где участники выбирают направление по своим интересам. В прошлом году я была лидером группы по изучению разговорного корейского языка, пригласила пастора своей церкви преподавать корейский язык кореянам, недавно приехавшим в Корею. Мы изучали не только язык, но и культуру и традиции Кореи. В этом году мы с группой учились вязать крючком. В конце программы участвовали на ярмарке и продали вязаные изделия, чтобы помочь девушке с ДЦП. Также я продолжаю помогать семьям с особенными детьми и взрослыми, проживающими в Синчанге, Асане и близлежащих городах. Кроме того, я служу в церкви, участвую во всех церковных мероприятиях и вместе с пастором поддерживаю людей, которым нужна помощь.
Хотела бы сказать себе: Виктория, ты молодец, продолжай дальше служить Богу, семье и людям, доверяй больше Господу, слушай свое сердце, и у тебя все получится, ты все сможешь пройти, пережить, ты сильная. Думаю, что это было бы время года весна, потому что в Корее я недавно, для меня все новое, новая жизнь, новые планы и мечты, как весной. Когда заново все распускается, все оживает, когда тепло и с новой надеждой ты смотришь на мир, любуешься, и чего ты ждешь? Лучшего и светлого. Дорогие мои дети, дорогой мой муж, я вас люблю.